Человек, который собрал самую разрушительную бомбу в истории, однажды пришел к военному с новым проектом. Оружие, способное одним ударом из-под воды стереть прибрежный город. Ни базу, ни флот, город. И этот военный, человек, который всю жизнь готовился воевать, сказал: «Мы привыкли сражаться с вооруженным противником, а не уничтожать безоружных». Проект закрыли. Не потому что невозможно, потому что чудовищно. Чтобы понять, что за оружие заставило боевого офицера произнести эти слова, придется пройти 4 других проекта. Каждый из них уже за гранью нормального. И каждый построили. А пятый нет. Построили. 4 из 5 спроектировали, заложили. На стапелях спустили на воду и приняли в боевой состав флота. К середине 80-х годов Советский Союз имел атомных подводных лодок больше, чем любая другая страна на планете. Больше, чем Соединенные Штаты, больше, чем Британия и Франция вместе. Но дело не в количестве. Количество — строчка в справочнике. Дело в том, что каждый следующий советский подводный проект заходил туда, куда до него не заходил никто в мире. И 5 из них зашли так далеко, что даже сегодня, через десятилетия, это трудно принять за реальность. Лодка размером с 9-этажный дом. Реактор на жидком металле, который физически нельзя выключить. Экипаж 30 человек вместо 100. Подводная скорость выше, чем у автомобиля на шоссе. Все это не из романа, все это было построено и ходило в море. Под водой шла гонка, о которой обычные люди по обе стороны океана не знали почти ничего. Надводные корабли фотографировали на парадах, считали со спутников, публиковали в открытых справочниках. О подводных лодках молчали. Информация уходила под гриф и лежала там десятилетиями. 3 основных конструкторских бюро — Ленинградский «Малахит», Ленинградский «Рубин» и Горьковский «Лазурит» — вели проекты по уровню секретности, стоявшие вровень с ядерной и космической программами. О полете Гагарина мир узнал через минуты, о некоторых подводных лодках только после их списания. А о некоторых не знает во всех подробностях до сих пор. Подводники, служившие на одном проекте, порой даже не догадывались, что рядом, на том же флоте, ходит нечто совершенно другое. Десятки тысяч людей работали на эту программу, не имея права рассказать о ней ни женам, ни друзьям. Северодвинск, Ленинград, Горький, Комсомольск-на-Амуре. Верфи, бюро, заводы-смежники. Масштаб промышленный. Тишина полная. 5 проектов, о которых пойдет речь, не просто подводные лодки. Это 5 попыток довести одну конкретную характеристику до абсолютного предела. Одна лодка — предел незаметности. 28 метров длины, 3 человека экипажа, титановый корпус. Задача — подойти к чужому побережью, лечь на грунт и выпустить в воду 6 боевых пловцов так, чтобы об этом не узнал никто. Другая — предел скорости. 83 км в час под водой, быстрее собственных торпед. Ни один надводный корабль в мире не мог от нее уйти. Проверяли на практике, в Атлантике, на глазах у американского авианосца. Третье — предел автоматизации. Около 30 человек экипажа вместо привычных 100, бортовая система управляла всем, а реактор на жидком металле нельзя было остановить, потому что теплоноситель при остывании превращался в камень и убивал установку навсегда. Четвертое — предел размера. 48 тысяч тонн, 172 метра длины, 200 ядерных боеголовок на борту, залп всем боекомплектам за минуты. А пятое — предел цели. Оружие, направленное не против вражеского флота, против берега, против городов. И от этого оружия отказались не потому, что оно не работало, а потому что те, кому предстояло его применить, назвали его людоедским. 4 раза границу перешли. Довели идею до металла, до воды, до боевого дежурства. 1 раз остановились сами. Вот это 5-е «нет» и есть точка, к которой идет весь ролик. Мы до нее доберемся. Но путь к ней лежит через 4 проекта, каждый из которых уже за пределами нормального. 3 из этих 5 проектов объединяет один материал — титан, элемент номер 22. В 50-е годы он стоил дороже серебра, и работать с ним можно было только в условиях, немыслимых для обычной верфи. Титан не прощает контакта со сталью, мгновенная электрохимическая коррозия. Забытый на титановом листе стальной гаечный ключ портил заготовку.
Пыль, отпечатки пальцев, микрочастицы масла на поверхности перед сваркой. Любое загрязнение становилось дефектом шва. А дефект шва на глубине 300-400 метров — это не ремонт, это гибель корабля. Поэтому цеха, где собирали титановые корпуса, не были похожи на заводы. Они были похожи на операционные. Стены отмыты, покрашены в светлые тона, рабочие в чистой белой робе. На каждом этапе промежуточный контроль. Сварщиков обучали годами, и их навык нельзя было применить больше нигде. Титановая сварка подводных корпусов существовала только здесь. Титановый лист приходил с Верхнесалдинского завода на Урале, единственного предприятия в стране, способного катать заготовки нужных размеров. За тот же титан боролись авиастроители и ракетчики. Дефицит был хроническим, поставки срывались, стройка затягивалась. И все равно строили. Ни одна другая страна серийных титановых подводных лодок не производила. Ни тогда, ни потом. Американцы с их оборонным бюджетом прикинули затраты и пошли другим путем. Совершенствовали стальные корпуса, работали над шумоизоляцией и покрытиями. А Советский Союз резал титан, потому что титан давал то, чего не давала никакая сталь. Он не магнитный. Лодка становилась невидимой для магнитных датчиков, которыми противолодочные самолеты НАТО прочесывали океан. При одинаковой толщине он вдвое легче стали и прочнее, корпус тоньше, лодка компактнее, скорость и глубина погружения больше. Титановая лодка ныряла туда, куда стальная не опускалась. И уходила от преследования на скоростях, недоступных стальному корпусу того же размера. За все это платили. Одну из титановых лодок на флоте прозвали «Золотая рыбка». Не за внешность, за цену. 240 миллионов рублей по расценкам конца 60-х. 1% от всего государственного бюджета страны на одну подводную лодку. В стране, где люди стояли в очереди за колбасой, одна субмарина стоила как целый жилой район. За каждым из 5 проектов стоял конкретный человек. Не безликое конструкторское бюро, а инженер с именем и с судьбой, от которой иногда не знаешь, куда деть глаза. Сергей Никитович Ковалев спроектировал самую большую подводную лодку, когда-либо построенную на Земле. 48 тысяч тонн. Больше авианосца. Внутри 2 параллельных прочных корпуса, как у катамарана, только подводного. Между ними ракетные шахты. Впереди рубки, а не позади, как на других лодках. Для строительства этих кораблей на Севмаше возвели отдельный цех, номер 55, крупнейший крытый эллинг в мире. 6 штук за 13 лет. Через много лет, когда Ковалева спрашивали, не опасна ли конструкция, он отвечал спокойно. То, что произошло на Курске, на нашем проекте таких последствий иметь не могло, потому что торпедный отсек вынесен отдельным модулем. К Ковалеву мы еще вернемся. Другой конструктор провел 7 лет в лагере по 58-й статье. После освобождения ему запретили возвращаться в Ленинград. Инженер-кораблестроитель работал в артели по изготовлению пуговиц в маленьком городке Малая Вишера. В 56-м его реабилитировали. Он вернулся в бюро, из которого его когда-то забрали, и получил задание, от которого отказался бы любой осторожный человек. Он построил лодку, которую моряки прозвали «автоматом». К нему тоже вернемся. Каждый из этих проектов — отдельная история. Со своими конструкторами, экипажами, со своей судьбой после распада. Одни лодки прослужили десятилетия, другие — меньше 10 лет. Одну пытались купить для колумбийского наркокартеля. Другую конструктор мечтал поставить как памятник у Нахимовского училища. Денег не нашлось, порезали на металл. 5 проектов выстроены не по хронологии. Обратный отсчет от самого человеческого масштаба к самому нечеловеческому. От маленькой диверсионной лодки, которая подкрадывалась к чужому берегу и выпускала людей в воду, к чертежу оружия, которое так и не покинуло бумагу. Нарастание постепенное. Сначала сдержанное восхищение, инженерный азарт. Потом холодок, когда понимаешь, для чего это строили. А в конце не самый большой и не самый дорогой проект. Тот, от которого отказались. Где проходит граница? Там, где кончается металл, или там, где кончается готовность нажать на кнопку? Подпишитесь, если хотите, чтобы такие истории не пропадали. Начнем с самой маленькой. 28 метров, 3 человека экипажа, титановый корпус. Она ложилась на дно у чужого берега, и никто не знал. 80 тонн. Столько отвели конструкторам на все. Корпус, двигатель, торпеды, людей. 80 тонн — это железнодорожная цистерна, которую тянет тепловоз по рельсам.
а не подводная лодка, которая должна лечь на грунт в чужих территориальных водах и выпустить из себя боевых пловцов на 60-метровой глубине. Задание пришло в ленинградский «Малахит» в конце 70-х, и начинать пришлось с нуля. Более ранние наработки по сверхмалым лодкам, которые вело еще довоенное Остехбюро, были засекречены настолько плотно, что их попросту забыли. Документация существовала, но никто не знал, где она лежит и в каком она состоянии. Проект 865 «Шифр Пирания» начинался, как будто до него ничего не было. Первый главный конструктор — Лев Чернопятов. В 1984-м его сменил Юрий Константинович Минеев. Именно Минеев довел «Пиранью» до воды, до испытаний, до флота. К нему мы еще вернемся. У этого человека с лодкой связано кое-что, выходящее за рамки обычной инженерной карьеры. Конструкторам понадобился значительный объем натурных испытаний, модельных, экспериментальных, по отдельным узлам и технологиям. Они отрабатывали каждый элемент так, как будто строили первый подводный аппарат в истории, потому что, по сути, так оно и было. Советская сверхмалая подводная лодка не имела предшественников, на которых можно было бы опереться. 80 тонн по заданию в итоге превратились в 218 надводных и 319 подводных. Заданное водоизмещение удержать не удалось. Вместить все необходимое в 80 тонн оказалось физически невозможно. Но лодка все равно получилась крошечной. 28 метров и 0,2 длины, 4 метра 70 сотых ширины, высота 5 метров и 10 сотых. На стройке были нужны рабочие небольшого роста и веса, иначе человек не мог добраться до некоторых секций корпуса. Это не метафора. Так было. Обычный сборщик просто не пролезал. Прочный корпус, титановый сплав. Тот самый материал, о котором мы говорили. Немагнитный, прочный, легкий. Легкий корпус поверх него, из композитных материалов со специальным шумопоглощающим покрытием. Титан и стеклопластик, два слоя, каждый из которых работал на невидимость. Титан не давал магнитной сигнатуры, композит гасил шум. Все, что внутри могло шуметь, двигатели, насосы, механизмы, было установлено на специальной платформе с амортизаторами, не касаясь стенок корпуса. Лодка не звенела, она молчала. 3 человека. Командир-штурман, помощник по электромеханической части и помощник по радиоэлектронному вооружению. Все офицеры, ни одного матроса. Плюс 6 боевых пловцов, которые размещались на борту как десантная группа. Их задача начиналась после того, как лодка доходила до места и ложилась на грунт. И вот тут одна из вещей, которых раньше в советском подводном флоте не было. Шлюзовая камера. На других лодках, если водолазу нужно было выйти наружу, он выходил через торпедный аппарат. На «Пираньи» впервые появилась отдельная камера для выхода боевых пловцов. Глубина выхода до 60 метров. Находясь снаружи, пловцы получали с лодки электроэнергию по кабелю и могли пополнять газовую смесь в дыхательных аппаратах. 6 человек уходили в воду и работали, оставаясь связанными с лодкой, лежащей на дне. Лодка ждала. Вооружение. 2 торпедных аппарата калибра 400 мм. 2 торпеды или 2 мины. Немного, но «Пиранья» не была создана для морского боя. Она была создана для того, чтобы оказаться там, где ее никто не ждет. Шельф, мелководье, прибрежная полоса, глубины от 10 до 200 метров. Зона, куда не зайдет ни одна большая атомная подводная лодка. Слишком мелко, слишком тесно, слишком много рисков. «Пиранья» была рассчитана именно на это пространство. Разведка, диверсии, противодействие противнику у его собственного берега. Скорость подводного хода 6,6 узла. Медленно. Но скорость здесь была не главным. Главным было не шуметь и не всплывать. Лодка подходила, ложилась на грунт, и после этого обнаружить ее было почти невозможно. Титан не давал магнитного следа. Композитный корпус плохо отражал сигнал гидролокатора. Шумопоглощение делало ее тише фонового шума моря. Представьте, мелководная бухта, прибрежная зона иностранного государства. Глубина 30-40 метров. Где-то на дне лежит объект длиной с автобус. Молча. Ночью из него выходят 6 человек в гидрокостюмах. Делают свое дело. Возвращаются. Лодка снимается с грунта и уходит. Ни следа, ни звука, ни одного свидетеля. Закладка первой лодки — 15 июля 1984 года. Ленинградское Адмиралтейское объединение. Заводские и государственные испытания проходили на Балтике.
с базированием в Палдиске, Эстония. Опытная лодка получила тактический номер МС-520. 20 августа 86-го спуск на воду. 30 декабря 88-го принято ВМФ для опытной эксплуатации. Вторая в серии МС-521 сдана в декабре 90-го. Третью МС-518 заложили в 88-м, не достроили. 31 января 91-го снята с производства. Страна разваливалась, и на сверхмалые подводные лодки денег больше не было. После развала Союза обе «Пираньи» какое-то время стояли в Лепое, в Латвии, при 22-й бригаде подводных лодок. Командование бригады, по имеющимся свидетельствам, особого энтузиазма по поводу этих лодок не испытывало. Специфика слишком высокая, эксплуатация сложная, выходы в море сопряжены с организационными трудностями, которые обычный бригадный штаб не привык решать. Лодки выходили в море редко. Минеев, тот самый главный конструктор, который довел проект до флота, после списания лодок подготовил в Малахите чертежи консервации «Пираньи». Он хотел установить ее на набережной у Нахимовского училища в Ленинграде. Памятник. Уникальная титановая, сверхмалая лодка, которую можно было бы показать курсантам и горожанам, вместо того, чтобы отправлять на разделку. Денег на это не нашлось. В марте 99-го обе «Пираньи» отбуксировали в Кронштадт, на металлолом. Менее 10 лет в строю, и все. Корпус титановый. Тот же металл, из которого к тому времени уже строили совсем другие лодки. Побольше. Но прежде чем перейти к ним, одна деталь про «Пиранью», которую нельзя не рассказать. В середине 90-х, когда обе лодки еще стояли в строю, формально стояли, потому что в море почти не выходили, по материалам американского следствия некий Людвиг Файнберг пытался приобрести в России сверхмалую подводную лодку проекта 865 по заказу Пабло Эскобара. Колумбийский наркокартель хотел получить титановую лодку, которая ложится на дно, не видна радаром и способна выпускать людей под водой для переброски кокаина. Сделка сорвалась, но сам факт стоит того, чтобы на нем задержаться. Крупнейший наркобарон планеты оценил то, на что собственный флот смотрел без энтузиазма. Эскобар понял, зачем нужна «Пиранья». А 22-я бригада подводных лодок в Лепое — нет. Это не вина моряков. Бригада занималась обычными подводными лодками. «Пиранья» была чем-то совершенно другим. Маленькая, специальная, с уникальными требованиями к подготовке экипажа и обеспечению выходов. Боевая подготовка на ней была настолько специфична, что обычные бригадные процедуры к ней не подходили. Нужна была отдельная инфраструктура, отдельные люди, отдельная логистика. Ничего этого создано не было. Лодки существовали, но система, в которую они должны были встроиться, вокруг них не выросла. Не потому, что лодки плохие, потому что на создание этой системы нужно было время, а времени не оказалось. Третью «Пиранью» МС-518 заложили в 88-м. 31 января 91-го сняли с производства. Страна входила в кризис, и деньги на сверхмалые подводные лодки кончились раньше, чем на все остальное. Две построенные лодки перебазировали из Латвии в Кронштадт, вывод российского флота из Прибалтики. И там они стояли. Без задач, без выходов, без перспектив. Между закладкой первой «Пираньи» и ее разделкой прошло 15 лет. Между принятием на флот и списанием — неполных 10. 6 лет разработки, годы натурных испытаний, титановый корпус, шлюзовая камера, которой до этого не было ни на одной советской подводной лодке. Все это прожило одно десятилетие. В конструкторском бюро «Малахит» считают, что «Пиранья» опередила свое время. На базе проекта 865 было разработано целое семейство лодок прибрежного действия на бумаге. Ни одна из них не была построена. За рубежом направление сверхмалых подводных лодок продолжает развиваться, строят и эксплуатируют. А единственный в мире серийный проект титановой сверхмалой лодки закончил свои дни на разделочной площадке в Кронштадте. Макет «Пираньи» сегодня можно увидеть в Подмосковье, на территории отеля «Мистраль» в составе музейной экспозиции подводного флота. Там же, по некоторым данным, находятся элементы корпуса второй лодки, рубка и фрагменты обшивки. Можно приехать, посмотреть, потрогать. Подводная лодка, которую проектировали для операций у чужих берегов, в экспозиции при гостинице. Файнберг, кстати, был осужден в Соединенных Штатах не за попытку купить подводную лодку,
за другие дела, связанные с организованной преступностью. Но в ходе следствия он подтвердил, да, по заказу картеля он вел переговоры о покупке пираний в России. Сделка не состоялась, лодка осталась в Кронштадте. И через несколько лет пошла под нож. Наркобарону она была нужна, флоту нет. Это вся история пираньи. Маленькая лодка для тихой работы у чужого берега, пережившая свою страну на 8 лет и не пережившая безразличия. Макет пираньи стоит в Подмосковье, можно купить экскурсию. А у той лодки, к которой мы переходим, экскурсии не бывает, потому что она обгоняла собственные торпеды. Обгоняла. 18 декабря 1970 года подводная лодка К-162 погрузилась на 100 метров и дала полный ход. 44,7 узла. 83 км в час под водой. Ни до этого дня, ни после него ни одна подводная лодка в мире не двигалась так быстро. Рекорд стоит до сих пор. Проект 661, шифр «Анчар». Единственная лодка в серии. Одна на весь Советский Союз, на всю историю подводного флота. Постановление о создании вышло в 1958 году, и в нем было условие, от которого конструкторы ЦКБ-16, будущего «Малахита», пришли в ужас и в восторг одновременно. Запрещено использовать любое существующее оборудование, любую освоенную автоматику, любые серийные приборы. Все с нуля. Новые материалы, новое вооружение, новый реактор, новый корпус. Этим решением лодку сделали уникальной еще до того, как она появилась на чертеже. Этим же решением растянули стройку почти на 10 лет и вогнали стоимость в цифру, от которой вздрогнул даже советский бюджет. 240 миллионов рублей. По тогдашнему курсу чуть больше 200 миллионов долларов. Около 1% всего государственного бюджета страны. На одну подводную лодку. За это ее и прозвали «золотой рыбкой». Не за внешность, за цену. Корпус титановый. Первый в мире крупный подводный корпус из этого металла. Цех Севмаша, где собирали анчар, на время строительства превратился в лабораторию. Стены отмыты, покрашены в светлые тона, рабочие ходили в белой робе, на каждой промежуточной операции строжайший контроль. Заложили К-162 28 декабря 1963-го. На воду спустили 21 декабря 1968-го. Приемный акт подписали 31 декабря 1969-го, почти под елку. А через год — рекорд. На государственных испытаниях при 80% мощности реакторов лодка показала 42 узла. По спецификации ждали 38. Решили дать полную мощность — 44,7. Когда она вернулась к причалу, экипаж и встречавшие не сразу ее узнали. Вся краска слетела. Титановый корпус был отполирован водой до блеска. Вода загладила даже сварочные швы. Лодку перекрасили, и 13 января 70-го она вошла в боевой состав Северного флота. Главнокомандующий ВМФ адмирал Сергей Георгиевич Горшков, по свидетельствам сослуживцев, очень любил эту лодку за скоростные качества. Было за что. В сентябре 71-го К-162 вышла в первый боевой поход от Гренландского моря до Бразильской впадины. В Атлантике она обнаружила американский авианосец «Саратога» и начала преследование. Американцы засекли неизвестную подводную лодку и попытались уйти. 30 узлов, максимальная скорость авианосца. Золотая рыбка не отставала. Часами. А потом обогнала его и ушла вперед. Командование ВМС Соединенных Штатов, по имеющимся данным, было в замешательстве. Они не знали, что подводная лодка в принципе может двигаться с такой скоростью. Но у этой скорости была цена помимо денег. На скорости выше 35 узлов титановый корпус начинал создавать турбулентный поток, и возникал мощный гидродинамический шум. 100 дБ в центральном посту. Бензопила у виска. Лодка неслась быстрее любого корабля в океане, и при этом ревела так, что скрытность исчезала полностью. Ее слышали все. Убежать от золотой рыбки было невозможно, но и спрятаться ей самой тоже. Вооружение — 10 пусковых установок крылатых ракет П-70 «Аметист», размещенных между внешним и внутренним корпусами. Первый в мире подводный старт крылатых ракет. Но дальность «Аметиста» около 100 километров, а у ракет предыдущего поколения П-6 она достигала 400.
Парадокс. Лодка будущего несла ракеты, которые устарели раньше, чем она вышла на испытание. Серию строить не стали. Слишком дорого, слишком шумно. Ракетный комплекс не конкурировал с тем, что уже было на флоте. «Золотая рыбка» осталась одна. Служила с перерывами на ремонт до 78-го. Потом ее переименовали в К-222. В 89-м исключили из состава флота. Утилизация началась только в 2008-м на Северодвинской звездочке. Про «Золотую рыбку» у нас есть отдельный подробный ролик, ссылка в описании. «Золотая рыбка» оставалась единственной. Слишком дорого, слишком громко для серии. Но через 8 лет после ее рекорда на воду спустили лодку, которая была почти такой же быстрой и при этом серийной. 30 человек экипажа вместо 100. Реактор, который нельзя выключить. И прозвище «Автомат». «Автомат». Так моряки прозвали эту лодку. Но прежде чем говорить о ней, нужно сказать о человеке, который ее придумал. Потому что эта история начинается не в конструкторском бюро, она начинается в артели по изготовлению пуговиц. Михаил Георгиевич Русанов, инженер-кораблестроитель. В 45-м осужден по 58-й статье. 7 лет лагерей. После освобождения запрет на въезд в Ленинград. Человек, который проектировал подводные корабли, жил в Малой Вишере и делал пуговицы. В 56-м его реабилитировали. Он вернулся в Ленинград, в то самое бюро, из которого его забрали 11 лет назад, СКБ-143. Начал с должности заместителя главного конструктора, а потом получил задание, за которое не взялся бы ни один осторожный человек. Идея принадлежала ведущему конструктору бюро Анатолию Петрову. 59-й год. Петров предложил создать малую скоростную подводную лодку «Истребитель». Назначение — охота за вражескими ракетоносцами, которые к тому времени начали массово строить в Соединенных Штатах. Лодка должна была быть маленькой, быстрой и управляться минимальным экипажем за счет автоматизации, которой на тот момент не существовало нигде в мире. Русанов возглавил проект. 23 июня 60-го года вышло постановление ЦК и Совета министров о проектировании и строительстве подводной лодки проекта 705. А 25 мая 61-го — дополнение. Главному конструктору и научному руководству разрешено при наличии обоснований отступать от норм и правил военного кораблестроения. Два слова «разрешено отступать». Они развязали Русанову руки, и он ими воспользовался. Замысел был таким. Экипаж — 16 человек, только офицеры, ни одного матроса. Водоизмещение — 1500 тонн, вдвое меньше, чем у существующих атомных подводных лодок. Скорость — больше 40 узлов. Все, что на других лодках делали десятки людей, здесь должна была делать автоматика. Необитаемые отсеки. Управление всеми системами с центрального поста. Один обитаемый отсек на весь корабль. Чиновники сопротивлялись. Флотские требовали увеличить экипаж, нарастить водоизмещение, добавить запасы. Русанов бился за каждую тонну и за каждого лишнего человека в экипаже. По воспоминаниям коллег, эта борьба стоила ему инфаркта. В итоге водоизмещение выросло до 2300 тонн, экипаж до 29 человек. Позже его довели до 31, 25 офицеров, 4-6 мичманов и один единственный матрос, помощник кока. Он же дневальный, он же уборщик. Единственный человек без офицерских погон на борту атомной подводной лодки. Проект получил шифр «Лира». В НАТО его назвали «Альфа». Корпус титановый, снова титан. 6 отсеков, из которых обитаемый один, остальные контролировались автоматикой и промышленным телевидением. Боевая информационно-управляющая система «Аккорд» следила за обстановкой, управляла гидроакустикой, навигацией, торпедными аппаратами, состоянием реактора. Все на центральном посту. Механизирован был даже камбус. Общее руководство программой возложили на академика Александрова. Секретарь ЦК Устинов назвал создание «Лиры» общенациональной задачей. Впервые в мире на подводной лодке появилась всплывающая спасательная камера. Она располагалась в ограждении рубки и вмещала весь экипаж, все 30 человек. Всплытие с любой глубины, вплоть до предельной, при любом крене. На других лодках экипаж спасался через торпедные аппараты, по одному, если повезет. На «Лире» все сразу, одной капсулой. Скорость — 41 узел. Минимум одна лодка на испытаниях показала 42, уступала только «Золотой рыбке»,
Но «Золотая рыбка» была одна, а «Лир» построили 7. Разгон до полного хода около минуты. Циркуляция с разворотом на 180 градусов — 42 секунды. Лодка могла уходить от противолодочных торпед. Ни хитростью, ни ловушками, скоростью и маневром. Ни одна другая подводная лодка в мире не была на это способна. В начале 80-х одна из «Лир» в Северной Атлантике 22 часа подряд вела слежение за подводной лодкой НАТО, держась у нее в кормовом секторе. Противник отчаянно пытался оторваться. Не смог. Слежение прекратили только по приказу с берега. Русанов добился того, чего хотел. Лодка разгонялась до 41 узла за минуту и разворачивалась за 42 секунды. Но за это пришлось заплатить. Реактор «Лиры» работал на жидком металле, сплаве свинца и висмута, и его нельзя было выключить. Нельзя. Жидкий металл в первом контуре реактора, сплав свинца и висмута, кристаллизуется при 150 градусах. Если температура упадет ниже этой отметки, теплоноситель превращается в твердую массу. Трубопроводы закупориваются, первый контур встает. Навсегда. Ни до ремонта, ни до перезагрузки. Навсегда. Реактор после этого — металлолом с остаточной радиацией. Поэтому реактор «Лиры» нельзя было остановить. Ни в море, ни у пирса, ни в ремонте. Он работал всегда. Из этого вырастал парадокс, который преследовал проект до самого конца. Лодка, реактор которой работает постоянно, находится в постоянной боевой готовности. Приказ, и через минуты она может выйти в море на полном ходу. Ни одна другая атомная подводная лодка не могла этим похвастаться. Обычному водоводяному реактору нужны часы на выход на режим. «Лира» была готова всегда. Но эта же готовность пожирала ресурс установки прямо у стенки. Реактор горел, пока лодка стояла без дела. Береговые службы должны были постоянно поддерживать температуру теплоносителя, контролировать состояние сплава, проводить регенерацию, удалять окислы из контура. На практике организовать это на должном уровне не удалось ни разу. Головная лодка К-64 вошла в строй 31 декабря 1971 года, а уже в 1972 начались проблемы с реактором. Сначала закупорилась одна петля теплообменного контура из 3, потом вторая. В апреле 1972 реактор был полностью остановлен. Теплоноситель необратимо затвердел, установка погибла. Лодку вывели из состава флота в 1974-м. Носовую часть отрезали и перевезли в Ленинград для подготовки экипажей серийных кораблей. Кормовая часть с мертвым реактором осталась ждать утилизации. Ждала почти 40 лет, до 2011 года. Стоимость работ по подготовке и выгрузке топлива из аварийного реактора оценивалась в 400-500 миллионов рублей. Часть работ финансировала Франция. После аварии на К-64 строительство остальных лодок серии приостановили. Русанова отстранили от должности и отправили на почетную пенсию. Его сменил Ромин. На самом высоком уровне ставился вопрос, строить дальше или закрыть программу. Главнокомандующий ВМФ Горшков настоял серию достроить. Он был уверен, что проблемы с реактором решаемы. Лодки достроили, всего 7 штук, включая головную. Но проблемы остались. Механизмы выходили из строя, запасных частей не хватало, добраться до агрегатов в тесных отсеках было крайне сложно. Малочисленный экипаж, тот самый козырь, ради которого Русанов бился до инфаркта, на практике обернулся тем, что обслуживать лодку в море 30 людьми оказалось невозможно. Автоматизация, заложенная в проект, не предусматривала аварийных ситуаций. Она умела управлять, она не умела спасать. И тогда появился блуждающий вахтенный. В экипаж ввели нескольких мичманов, которые посменно ходили по необитаемым отсекам. Без пульта, без экрана. Они проверяли состояние отсеков так, как это делали поколения подводников до них. Глазами, ушами, носом. Автоматика не чувствовала запаха. Телекамера не замечала мелкого подтекания. Мичман замечал. Он шел по темному отсеку, где не было ни одного рабочего места, и нюхал воздух. Потому что запах гари или масла появляется раньше, чем срабатывает датчик. Командиры Лир Аббасов и Загрядский, по их собственным словам, считали лодку выдающейся. Маневр на полном ходу с одновременной циркуляцией и изменением глубины позволял сбрасывать преследователя и по истребительному заходить ему в хвост. Ни одна другая подводная лодка так не умела. Те, кто служил на Лирах, в большинстве не соглашались с критикой проекта.
Те, кто служил на других лодках, часто считали лиру дорогостоящей ошибкой. Военный историк Апальков, сам служивший на ракетоносцах, оценивал проект резко отрицательно. Единого мнения нет до сих пор. Одно бесспорно. За более чем 20 лет службы, при всех авариях, при всех проблемах с реактором, при ненадежной автоматике и хроническом дефиците запчастей, на лирах не погиб ни один человек. Ни одна лодка не была потеряна. Всплывающая спасательная камера, которую Русанов заложил в проект с самого начала, ни разу не понадобилась по назначению. 7 кораблей отслужили и были списаны. Все выведены из состава к началу 90-х, кроме К-123, которую исключили только в 96-м. Последняя утилизирована в 2009-м. Про лиру у нас тоже есть отдельный ролик, ссылка в описании. 7 лир за 20 с лишним лет, ни одного погибшего. Все списаны. А конструкторы в Ленинграде к тому времени уже строили нечто противоположное. Не маленькое и быстрое, а самое большое, что когда-либо уходило под воду. Самое большое. 48 тысяч тонн подводного водоизмещения. Один корабль. Это больше, чем у авианосца «Адмирал Горшков». Длина 172 метра, ширина 23, осадка 11. И примерно половина этих 48 тысяч тонн — балластная вода, которую нужно принять в цистерны, чтобы эта конструкция вообще смогла уйти под поверхность. На флоте ее за это прозвали «водовозом». Она не обиделась. Она несла на борту 200 ядерных боеголовок. Проект 941 «Шифр Акула». В НАТО «Тайфун». Тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения. 6 букв в аббревиатуре. ТРПКСН. Люди, которые знают эти 6 букв, при их упоминании замолкают. Потому что за ними самая большая подводная лодка, когда-либо построенная людьми. Тактико-техническое задание выдали в декабре 1972 года. Проектировала ленинградская ЦКБНТ «Рубин», которым руководил генеральный конструктор Игорь Дмитриевич Спасский. Главным конструктором проекта был назначен Сергей Никитович Ковалев. Тот самый Ковалев, которого мы упоминали в начале ролика. Человек, который придумал решение, до него не приходившее в голову никому. Задача была прямой. Ответ на американскую программу «Трайдент». Соединенные Штаты строили подводные лодки типа «Агая», каждая с 24 баллистическими ракетами межконтинентальной дальности. Советский ответ должен был быть не слабее. Конструкторам поставили условие — нести 20 новых твердотопливных ракет Р-39. Главнокомандующий ВМФ Горшков сократил число с первоначальных 24 до 20, но даже 20 таких ракет — это задача, которая определила все. Ракета Р-39 трехступенчатая, твердотопливная, межконтинентальная. Длина 17 метров. Масса вместе с пусковым контейнером около 90 тонн. Самая тяжелая и самая длинная из всех баллистических ракет подводных лодок, когда-либо принятых на вооружение. Ни одна другая подводная лодка в мире, кроме «Акулы», нести эти ракеты не могла. Размеры корабля определялись размерами его оружия. Ковалев нашел решение, которое превратило подводную лодку во что-то, не имевшее прецедента в мировом кораблестроении. Вместо одного прочного корпуса внутри, легкого, 5. Два основных, диаметром по 10 метров каждый, расположены параллельно, бок о бок, как корпуса катамарана. Между ними, впереди, рубки, ракетные шахты. Не позади рубки, как на всех других ракетоносцах, впереди. Плюс 3 отдельных герметичных модуля: торпедный отсек, модуль управления с центральным постом и кормовой механический отсек. Все 3 в пространстве между основными корпусами. Каждый главный корпус разделен на 8 водонепроницаемых отсеков. Итого 19 отсеков, 5 прочных корпусов, и все это упаковано в один обтекаемый легкий корпус длиной 172 метра. Зачем так сложно? Ковалев объяснял это позже, после гибели Курска. Его спрашивали: а на вашем проекте такое возможно? Он отвечал конкретно: то, что произошло на Курске, проекте 949А, на 941-м таких катастрофических последствий иметь не могло, потому что торпедный отсек на «Акуле» выполнен отдельным модулем, вынесен из основных корпусов. Взрыв торпед не дошел бы до жилых отсеков. Это было заложено в конструкцию с самого начала, не как улучшение, а как принцип. Для строительства этих кораблей на Севмаше в Северодвинске возвели отдельное сооружение — цех номер 55, крупнейший крытый эллинг в мире.
Обычные стапели акулу не вмещали, пришлось построить новый. На одной стапельной линии помещались два корабля одновременно. Длину лодки специально ограничили, чтобы это стало возможным. Головной корабль ТК-208 заложили в 76-м, спустили на воду 29 сентября 80-го. В строй он вошел в декабре 81-го. Последний, шестой, в сентябре 89-го. 6 кораблей за 13 лет. Весной 81 года на 26-м съезде КПСС генеральный секретарь Брежнев впервые публично сообщил о новом оружии. Он сказал: американцами создана подводная лодка «Агая» с ракетами «Трайдент». Аналогичная система «Тайфун» имеется и у нас. «Тайфун», не «Акула». Брежнев специально назвал лодку другим именем, чтобы запутать противника. С тех пор оба названия, и «Акула», и «Тайфун», прижились. На Западе ее знают как «Тайфун». В советских и российских документах она всегда была «Акулой». Все 6 кораблей вошли в 18-ю дивизию подводных лодок Северного флота. База Губа-Нерпиче, западная Лица. Место, созданное специально для них, потому что ни в одну другую базу акулы физически не помещались. Пирсы тесны, фарватеры мелки, инфраструктура рассчитана на корабли другого размера. Для акул пришлось строить все отдельно: причалы, хранилища, подъездные пути. Ракеты Р-39 весом под 90 тонн можно было перевозить практически на всех этапах эксплуатации только по железнодорожной колее. Для подвоза ракет к пирсу в Нерпичи построили отдельную железнодорожную ветку. Построили, но она так и не заработала по назначению. Повороты оказались слишком крутыми, платформа с ракетой не проходила, а кран, установленный в Нерпичи для загрузки ракет, так ни разу и не загрузил ни одной. Ракеты доставляли другим способом — транспортом-ракетовозом «Александр Брыкин», дизель-электрическим судном водоизмещением 16 тысяч тонн, которое принимало на борт до 16 ракет и подходило к лодке по воде. На Тихоокеанском флоте, куда тоже планировали поставить акулы, аналогичную инфраструктуру до 90-го года, когда программу свернули, создать не успели вообще. Корабль построить можно, создать под него систему сложнее. Экипаж — 160 человек, в том числе 52 офицера. Автономность — 180 суток, полгода под водой. И для этих 160 людей внутри акулы было создано то, чего советские подводники не видели никогда. Спортзал. Бассейн, маленький, но настоящий, с подогревом. Сауна, живой уголок, офицерские каюты. По стандартам советского подводного флота, где люди спали на койках в 3 яруса в отсеках, пахнущих соляркой и регенерацией, это было другой планетой. Лодка, на которой можно было жить полгода, не сойдя с ума. Если вы что-то слышали про тайфуны, напишите в комментариях. Мне интересно, кто из вас знал об этом до ролика. В 1987 году ТК-12 «Симбирск» совершил длительный высокоширотный поход в Арктику, подо льдами, с неоднократной заменой экипажей, прямо там, в высоких широтах. Акула могла всплывать, проламывая лед толщиной до 2,5 метров. Она была создана для Арктики. В теплых водах ее механизмы перегревались. По замыслу, 1-2 акулы должны были постоянно дежурить подо льдами, неуязвимые для противолодочной авиации, недоступные для надводных кораблей. И каждую ночь в прибрежных городах по ту сторону океана могли бы видеть беспокойные сны. 2 реактора ОК-650, каждый по 50 тысяч лошадиных сил, 2 гребных вала, максимальная подводная скорость 25 узлов по паспорту, по разным данным до 28 в реальности. Не рекордсмен по скорости, рекордсмен по всему остальному. На борту бассейн, сауна, спортзал, офицерские каюты, живой уголок, автономность полгода. Почти город. Только этот город нес в себе 200 ядерных боеголовок. 200 боеголовок. 20 ракет. В каждой разделяющаяся головная часть с 10 боеголовками индивидуального наведения. Каждая боеголовка — 100 килотонн в тротиловом эквиваленте. 6 Хиросим. Наведение инерциальное, с коррекцией по звездам. Дальность — 8300 километров. 1 подводная лодка. 200 целей. Залп всем боекомплектом с минимальным интервалом между пусками. Из подводного положения на глубине до 55 метров. Без ограничений по погоде, по волнению, по времени суток.
в любой точке Мирового океана, где глубина позволяет погрузиться. Ракетный комплекс Д-19 разрабатывали специально под акулу. Ракета Р-39 вариант – самая тяжелая и самая длинная баллистическая ракета подводных лодок из когда-либо принятых на вооружение. 17 метров длины, около 90 тонн стартовой массы вместе с контейнером. Для испытаний комплекса переоборудовали дизельную подводную лодку БС-153 по специальному проекту. На ней смогли разместить только одну шахту, одну ракету. Провели 7 бросковых пусков макетов. Этого хватило, чтобы подтвердить, система работает. А потом начали стрелять с самих акул. И подтвердили главное – лодка способна выпустить весь боекомплект одним залпом. 200 боеголовок за считанные минуты, каждая на свою цель. Теоретически 200 крупных городов. Слово «теоретически» здесь не для смягчения. Одна боеголовка мощностью 100 килотонн способна уничтожить городскую застройку в радиусе нескольких километров. 200 таких ударов одновременно – это не война, это конец. 27 сентября 1991 года на ТК-17 «Архангельск» во время учебного пуска в Белом море в шахте взорвалась и сгорела учебная ракета. Никто не погиб. Конструкция Ковалева сработала. Ракетная шахта находилась вне прочных корпусов, между ними, и взрыв не достал экипаж. Тот самый принцип, о котором Ковалев говорил после Курска. На акуле он был проверен не теорией, практикой. Про акулу у нас тоже есть отдельный подробный ролик, ссылка в описании. 4 проекта. Если посмотреть на них подряд, проступает рисунок, и он простой. Каждый раз советские конструкторы брали одно качество подводной лодки и доводили его до абсолютного предела. Пиранья — предел незаметности. Титановая лодка размером с автобус, которая ложится на дно у чужого берега, и ты ее не видишь. Золотая рыбка — предел скорости. 83 км в час под водой, рекорд, который стоит больше полувека. Лира — предел автоматизации. 30 человек экипажа, необитаемые отсеки, реактор на жидком металле, который нельзя остановить. Акула — предел размера. 48 тысяч тонн, 200 ядерных боеголовок, полгода подо льдами. Каждый раз мировой рекорд. Каждый раз построили, спустили на воду, приняли в боевой состав. Ни на бумаге, ни в проекте, ни в мечтах. В металле, в море, на боевом дежурстве. Но был 5-й проект. Он тоже довел одно качество до предела. Только это было не качество корабля, это было качество цели. Ни вражеский флот, ни подводные лодки, ни авианосцы. Берег, города, мирное население. И этот проект дошел до предела и остановился. Не потому, что не хватило денег, не потому, что не хватило технологий. Потому что не захотели. Теперь без восхищения. В начале 50-х годов у Советского Союза не было баллистических ракет на подводных лодках. Не было крылатых ракет с подводным стартом. Не было вообще никакого способа доставить ядерный заряд к вражескому берегу из-под воды, кроме одного — торпеда. Обычная прямоидущая торпеда, которая выходит из аппарата и идет к цели. 12 августа 1953 года Советский Союз провел успешное испытание водородной бомбы. Мощность — сотни килотонн. Оружие, которое меняло все. И практически сразу после этого испытания возник вопрос, от ответа на который зависела судьба целых программ. Как доставить такой заряд к цели, если бомбардировщик могут сбить? Один человек предложил ответ, который делал все остальные варианты ненужными. Его звали Владимир Иванович Алферов, капитан первого ранга. Человек, о котором широкая публика не слышала никогда, потому что всю жизнь он провел за стеной секретности, которую в те годы не пробивало ничто. Алферов участвовал в создании первой советской атомной бомбы. Работал в системе Минсредмаша, Министерства среднего машиностроения, за невинным названием которого скрывалась вся ядерная промышленность страны. Именно Алферов, по свидетельству вице-адмирала Евгения Шитикова, опубликованному в военно-историческом журнале в 1994 году, стал инициатором создания гигантской торпеды под термоядерный заряд. Идея была простой по замыслу и чудовищной по масштабу. Если водородную бомбу нельзя надежно сбросить с самолета, запустите ее из-под воды, торпедой, к вражескому берегу. Торпеда получила шифр Т-15.
Предэскизная разработка шла с 1949 года. Конструктором торпеды был назначен Николай Николаевич Шамарин, работавший в НИИ-400 Министерства судостроительной промышленности. Параметры, которые закладывались в проект, не имели ничего общего с тем, что флот привык называть словом «торпеда». Калибр — 1550 мм. 1,5 метра в диаметре. Длина — 23 метра 55 сантиметров. Масса — около 40 тонн. Двигатель электрический, на аккумуляторных батареях. Скорость — около 30 км в час. Прямоидущая, без самонаведения. Медленная, огромная, примитивная по схеме движения. И при этом способная нести термоядерный заряд такой мощности, что одного попадания было бы достаточно для уничтожения крупной военно-морской базы вместе со всей прибрежной инфраструктурой. Параллельно с того же 1949 года группа конструктора Владимира Николаевича Перегудова в ленинградском СКБ-143 проектировала первую советскую атомную подводную лодку. Проект 627, шифр «Кит». Это потом она станет знаменитой под другим именем — «Ленинский комсомол», первый советский подводный атомоход. Но в начале 50-х она проектировалась не для славы и не для рекордов. Она проектировалась как носитель. Носитель одной единственной торпеды. Один торпедный аппарат. Один выстрел, одна цель. Довести лодку до вражеского берега на расстояние около 40 километров. Всплыть, сориентироваться, выпустить Т-15 и все. Задача лодки на этом заканчивалась. Для самообороны на борту предусматривались еще два торпедных аппарата обычного калибра 533 мм с торпедами Т-5, несущими тактический ядерный заряд. Но вся лодка, весь проект 627, вся первая советская атомная подводная лодка от киля до рубки была построена вокруг одной гигантской торпеды и ради одного удара. Вот что делает эту историю необычной даже по меркам холодной войны. Торпеда и лодка разрабатывались раздельно, в разных ведомствах, разными людьми. Т-15 создавалась в системе Минсредмаша, ядерного ведомства. Лодка в Минсудпроме, в кораблестроительном. Из соображений секретности проект торпеды был засекречен от военно-морского флота. По данным вице-адмирала Шитикова, ВМФ узнал о существовании Т-15 только в декабре 1953 года, когда были утверждены тактико-технические данные эскизного проекта подводной лодки. До этого флот, которому предстояло нести это оружие, стрелять им и отвечать за результат, не знал, что оно существует. Два проекта увидели друг друга в конце 1953-го. По выражению Шитикова, до этого момента лодка и торпеда жили в разных мирах. Конструкторы лодки знали, что им нужно предусмотреть один торпедный аппарат аномального калибра, 1,5 метра. Но что именно полетит из этого аппарата, на какое расстояние и с каким зарядом, они узнали только тогда, когда эскизный проект уже был на столе. 40 тонн, 24 метра, 1,5 метра в диаметре. Электрический двигатель, 30 км в час. Дальность порядка 40-50 километров. Для запуска подводная лодка должна была подойти к вражескому побережью на расстояние выстрела, то есть оказаться в зоне плотнейшей противолодочной обороны противника, всплыть для ориентирования и только после этого выстрелить. Медленная торпеда. Тихоходная лодка, 24 узла. Два торпедных аппарата стандартного калибра для самозащиты. Против всей противолодочной обороны военно-морских сил Соединенных Штатов на их собственном побережье. Владимир Иванович Алферов, человек, который все это придумал, руководствовался логикой, которую легко понять из контекста тех лет. 50-е. Межконтинентальных баллистических ракет еще нет. Первая советская МБР полетит только в 57-м. Стратегическая авиация есть, но бомбардировщики уязвимы, их могут сбить. Подводная лодка может подойти незаметно, скрытно, под водой. Водородный заряд решает задачу одним ударом. Логика железная, технология осуществимая, цена приемлемая по стандартам ядерной программы. Вся конструкция держалась на одном допущении, что подводная лодка дойдет до точки пуска и успеет выстрелить. И именно это допущение первым рухнуло, когда о торпеде узнали те, кому предстояло с ней работать. Шестой отдел ВМФ, занимавшийся торпедным вооружением, в конце 53-го, параллельно с Т-15, выдал промышленности задание на другую торпеду — Т-5.
обычного калибра 533 мм, с ядерным боезарядом, но тактической мощности. Меньше, компактнее, с большей дальностью хода. Флот хотел оружие, которое можно применить и при этом выжить. Когда флотские специалисты увидели полную картину, что такое Т-15, как выглядит лодка-носитель, какова тактика применения, начались возражения. Лодка с одной гигантской торпедой и двумя маленькими на скорости 24 узла должна подойти на 40 километров к побережью самой мощной военно-морской державы мира, всплыть, сориентироваться и выстрелить. Противолодочная оборона ВМС США к середине 50-х уже была способна обнаружить и уничтожить подводную лодку задолго до того, как она окажется в 50-километровой зоне вокруг крупной базы. Лодка была бы обнаружена и потоплена на подходе. Даже если предположить чудо и допустить, что она дойдет, пуск требовал всплытия. А всплывшая подводная лодка в 40 километрах от вражеской военно-морской базы — это мишень, а не оружие. Возражения были жесткими, но они были техническими. Расстояние, скорость, уязвимость, вероятность обнаружения. Однако были и другие, не про тактику, про цель. Торпеда Т-15 — 24 метра, 40 тонн, калибр 1,5 метра. Вся лодка ради одного выстрела. Когда флотские наконец узнали, что именно им предлагают нести к чужому берегу, начались возражения. И не технические. Цель. Т-15 была направлена не против военного флота, не против подводных лодок, не против авианосцев, не против военно-морских группировок в открытом океане. Она была направлена против берега. Против портов, баз, городов, стоящих на побережье. Против людей, которые в этих городах живут. Термоядерный заряд мощностью в десятки мегатонн, в ряде источников называют цифру до 100, взрываясь под водой или у поверхности вблизи берега, уничтожал бы все в радиусе многих километров. Инфраструктура, корабли у пирсов, доки, здания, жилые кварталы. В поздних пересказах к этому добавляют цунами высотой от 40 до 300 метров, но это диапазон, в котором нижнюю границу дают одни авторы, верхнюю — другие, и ни одна из этих цифр не подтверждена расчетами, доступными в открытых источниках. Сам Сахаров, когда позже писал о похожей идее, говорил о разрушении портов надводным или подводным взрывом, о цунами конкретной высоты он не упоминал. Поздние пересказы добавили масштаб, которого в первоисточнике нет. В 1954 году Министерство обороны получило технический проект подводной лодки 627 с торпедой Т-15 в составе вооружения. Минсудпром и Минсредмаш представили проект в президиум ЦКК ПСС в октябре 1954-го. Военным было поручено дать заключение. И военные дали. Заключение было отрицательным. Формально причины были техническими и тактическими. Лодка с Т-15 и двумя обычными торпедами — недостаточно эффективная боевая единица. Скорость — 24 узла. Мало для уклонения от противолодочных сил. Состав оружия самообороны — 2 торпедных аппарата калибра 533 мм, явно недостаточен. Дальность хода самой торпеды — 40-50 км, требует подхода в зону, где лодку с высокой вероятностью обнаружат и потопят. Необходимость всплытия перед пуском для ориентирования делает лодку уязвимой в самый ответственный момент. Все это было справедливо. Все это было про тактику, про физику, про вероятность выживания экипажа. Но по свидетельству Шитикова возражения шли и по другой линии, по линии самой цели. В 1955 году технический проект 627 был переработан. Торпеда Т-15 исключена из вооружения. Боекомплект составили 20 торпед, из них 8 Т-5 калибра 533 мм с тактическим ядерным зарядом. Лодка стала тем, чем мы ее знаем — ленинским комсомолом, первым советским атомным подводным кораблем. А Т-15 осталась в архивах. Проект закрыт. Чертежи убраны, идея казалась похоронена. Через несколько лет она всплыла снова. И от человека, от которого меньше всего ожидали. Октябрь 1961 года. Полигон на Новой Земле. Советский Союз взрывает изделие, которое войдет в историю как «Царь-бомба». Мощность около 50 мегатонн. Самый мощный ядерный взрыв, произведенный человечеством. Бомбу сбрасывают с бомбардировщика Ту-95. Одним из ключевых создателей этого заряда был 32-летний Андрей Дмитриевич Сахаров. К тому моменту академик, трижды герой социалистического труда, человек, которого позже назовут отцом советской водородной бомбы.
После испытания Сахарова, по его собственным словам, беспокоило, что для такого заряда не существует надежного носителя. Бомбардировщик легко сбить. Баллистические ракеты той точности и мощности еще в разработке. И Сахаров предложил решение. Большая торпеда, запускаемая с подводной лодки. Носитель термоядерного заряда мощностью до 100 мегатонн. Цель — порты, военно-морские базы, прибрежная инфраструктура противника. Это не была реанимация Т-15. Т-15 разрабатывалась с конца 40-х в системе Минсредмаша инженерами-оружейниками для конкретной лодки под конкретный тактический сценарий. Идея Сахарова возникла позже, в другом контексте, после того, как появился заряд мощностью, которой в начале 50-х еще не существовало. Два проекта часто путают, и зрители в комментариях эту связку притащат обязательно. Но это разные замыслы разных людей и разных лет. Их объединяет только одно. И там термоядерный заряд в торпеде, направленный на берег. И обе идеи были остановлены. Сахаров в своих мемуарах, написанных в Горьковской ссылке в 80-х годах, рассказал, что произошло дальше. По его воспоминаниям, и это единственный источник, который у нас есть, потому что второй участник разговора своих воспоминаний не оставил, одним из первых, с кем он обсудил свой проект, был контр-адмирал Фомин. Петр Фомич Фомин, 1904 года рождения, участник гражданской войны, участник Великой Отечественной. Начальник 6-го управления ВМФ, управления, отвечавшего за ядерное вооружение флота. Человек, который руководил испытаниями всех типов ядерного оружия, принятого на вооружение советского военно-морского флота, бомб, ракет, торпед, не кабинетный чиновник, боевой офицер, прошедший 2 войны, а затем ставший одним из главных специалистов страны по морскому ядерному оружию. Именно ему Сахаров рассказал о своей идее. По воспоминаниям Сахарова, Фомин был шокирован тем, что он назвал людоедским характером проекта. Сахаров пишет: «Адмирал заметил в разговоре с ним, что военные моряки привыкли бороться с вооруженным противником в открытом бою, и что для него отвратительна сама мысль о таком массовом убийстве». Сахаров добавляет: «Я устыдился и больше никогда ни с кем не обсуждал своего проекта». Две вещи здесь требуют аккуратности. Первое. Мы знаем об этом разговоре только от Сахарова. Фомин умер в 1976 году и мемуаров не оставил. Сахаров писал свои воспоминания в Горьковской ссылке в 80-х, считая вполне вероятным, что ему предстоит там закончить жизнь. Его рассказ — единственное свидетельство. Независимого подтверждения нет. Кавычки вокруг слова «людоедский» стоят в оригинале, и неясно, произнес ли это слово Фомин или так Сахаров 20 лет спустя выразил свое впечатление от разговора. Вторая. Сахаров сам обращает внимание на противоречия в собственных словах. Он пишет: «Одним из первых, с кем я обсуждал этот проект, одним из первых. Если были первые, значит, были и последующие». Фраза «я больше никогда ни с кем не обсуждал» не вполне стыкуется с «одним из первых». Это не подрывает суть истории, но показывает, что мемуары не протокол. Сахаров вспоминал и переосмыслял, и граница между тем, что было сказано, и тем, что было прожито за 20 лет после, размыта. Мы принимаем его рассказ как свидетельство, помня, что это свидетельство одного человека. Что бесспорно, идея гигантской ядерной торпеды для удара по берегу возникала в Советском Союзе дважды. Первый раз в конце 40-х и начале 50-х в виде проекта Т-15, инициированного Алферовым. Проект был закрыт после экспертизы БМФ в 1954-1955 годах, и причины были в первую очередь тактическими. Второй раз после 1961 года, когда Сахаров предложил новую большую торпеду как носитель 100-мегатонного заряда. Эта идея была остановлена, по его собственному рассказу, не экспертизой и не приказом сверху, а реакцией одного человека, военного моряка, который отказался принять саму мысль о таком оружии. Дважды и дважды нет. Первый раз, потому что не выживет лодка. Второй, потому что нельзя. Одно уточнение, которое нужно проговорить, потому что в комментариях его обязательно поднимут. Т-15 и то, что сегодня называют «Статус-6» или «Посейдон» — это разные системы. Абсолютно разные. Т-15 — электрическая торпеда на аккумуляторах. 30 км в час, дальность хода 40-50 км. Без самонаведения. Прямо идущая. Посейдон, если исходить из открытых данных, автономный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой, заявленной дальностью в 10 тысяч километров и рабочей глубиной до 1000 метров.
Общее у них — калибр около 1,5 метров и идея подводного ядерного удара по побережью. Все остальное разное. Разные эпохи, разные технологии, разные возможности. Связывать их напрямую — ошибка, которую допускают часто, но от этого она не становится менее ошибочной. В этом ролике мы говорим о Т-15 и об идее Сахарова, не о том, что было после. Проект 627 «Кит» после отказа от Т-15 был переработан и стал первой советской атомной подводной лодкой. Она вошла в историю. Торпеда Т-15 не вошла. Она осталась в архивах, в рассекреченных фрагментах документов, в статье Шитикова в военно-историческом журнале, в мемуарах Сахарова. Чертеж, который не превратился в металл. Оружие, которое не вышло в море. И вот что делает эту историю не похожей на все остальные в этом ролике. Пиранья была построена и списана, потому что не нужна. Золотая рыбка была построена и осталась одна, потому что дорого. Лира была построена и снята с вооружения, потому что сложно. Тайфун был построен и сокращен, потому что кончилась страна и кончились ракеты. Каждый из 4 проектов дошел до металла, до воды, до службы. И каждый уперся в ограничения — техническое, экономическое, политическое. Т-15 не уперлась ни во что из этого. Ее можно было построить. Денег хватало, ядерная программа не считала копейки. Технология была доступна. Электрическая торпеда, пусть гигантская, не требовала прорывов. Лодку-носитель уже проектировали. Т-15 остановилась на линии, которая не имеет отношения к инженерии. На линии между «можно» и «нельзя», которую прочертил не конструктор, не политик и не ученый, а офицер. По воспоминаниям Сахарова, он устыдился и больше никогда ни с кем не обсуждал этого проекта. Физик, который собрал водородную бомбу, устыдился, потому что моряк объяснил ему разницу между оружием и убийством. Разницу. Мы знаем эту историю только потому, что Сахаров сам ее рассказал. Никто не заставлял. Никакой журналист не раскопал, никакой архив не рассекретил. Человек сидел в Горьковской ссылке в 80-х под наблюдением КГБ, без права переписки с иностранцами, и писал мемуары. Писал по инициативе жены, считая вполне вероятным, что ему предстоит умереть в этом городе. И в этих мемуарах он добровольно рассказал о том, как предложил военным оружие, которое сам же назвал людоедским. Зачем? Если бы не его рассказ, никто бы никогда не узнал об этом эпизоде. Фомин к тому времени давно умер. Документов в открытом доступе нет. Сахаров мог промолчать и остаться в истории только как создатель бомбы и Нобелевский лауреат мира. Он выбрал рассказать, по всей строгости собственной совести. Что именно сказал Фомин, мы не знаем. Мы знаем, что запомнил Сахаров через 20 лет. Это разные вещи. Мемуары не стенограмма. Где кончается память и начинается осмысление, не скажет никто. Что случилось с чертежами Т-15, неизвестно. Что обсуждалось на закрытых экспертизах 1954 года, когда ВМФ дал отрицательное заключение, рассекречено частично, полной картины нет. Вице-адмирал Шитиков опубликовал свою статью в 1994-м, через 5 лет после смерти Сахарова и через 3 года после распада Союза. Он опирался на 30-летний опыт и рассекреченные документы, но даже его публикация не отвечает на все вопросы. 4 проекта построили, 5-й нет. И, может быть, именно 5-й — самое важное, что сделал советский подводный флот. Самое важное. 5 проектов. Титановая лодка размером с автобус, которая ложилась на дно у чужого берега. Субмарина, обогнавшая авианосец. Лодка-автомат с реактором, который нельзя выключить. Подводный крейсер больше авианосца, с 2 сотнями ядерных боеголовок на борту. И чертеж. Просто чертеж. 24 метра, 40 тонн, 1,5 метра в диаметре. Который никогда не стал металлом, который никогда не вышел в море. Самое страшное оружие в этом списке — то, которое не построили. Петр Фомич Фомин, участник 2 войн, начальник управления ядерного вооружения ВМФ. Человек, который всю вторую половину жизни занимался тем, что испытывал атомные бомбы, ядерные ракеты и ядерные торпеды для флота. Он знал, что такое ядерный взрыв, лучше почти любого человека на Земле. И когда к нему пришел создатель водородной бомбы с проектом оружия, направленного не против вражеского флота, а против берега, против городов,
Этот человек сказал «нет». По воспоминаниям Сахарова, сказал, что моряки привыкли воевать с вооруженным противником. Пределы техники двигают конструкторы. Русанов, Ковалев, Чернопятов, Минеев, Перегудов. Каждый из них сдвигал границу возможного. Строили из титана, когда никто в мире этого не делал. Разгоняли подводную лодку до 83 км в час. Автоматизировали корабль до 30 человек экипажа. Прятали под воду 48 тысяч тонн. А границу «нельзя» провел не конструктор, не политик, не ученый, офицер. Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы у нас отказывались от готового оружия не потому, что оно не работает, не потому, что дорого, не потому, что устарело, а потому что нельзя? Если знаете такие случаи, напишите в комментариях. Мне важно это услышать. Подпишитесь, чтобы помнить. Без этого такие имена просто исчезают. Чертеж, который не вышел в море. Может быть, это и есть главное, что стоит помнить.